Короче, формат битвы монстров подтолкнул меня потратить 2 миллиона золотых, но хотя бы не впустую. В Черную пятницу все ушло на отстройку базовых замков. Они позволят иметь оперативный доступ к наборам армий всех фракций, что поможет в балансировке дуэлей существ. Махаться будешь со мной? Так вот, назрел такой вопрос, на который было бы интересно почитать ваши комментарии. Представьте, что именно вы отвечаете за балансировку таких дуэлей. Существуют классические фракционные существа, и их можно выровнять по набору какого-то уровня. Есть существа с прописанным лидерством, и они выставляются по нему. А вот какой метод применить к существам, у которых нет ни лидерства, ни доступной фракции? Сейчас применяется метод перебора, но он не идеален. Так что если у вас есть соображения на этот счет, то добро пожаловать в мир комментов. И кстати, на базовую отстройку замков потребовалась тонна руды. Она даже исчезла с рынка, и наступил вот такой момент. Я сейчас все брошу и буду тебя ждать. Ну вылезай, я ж тебя в покое не оставлю и получу с тебя еще. Все вы знаете, кто такие изменники. Их способность уворачиваться от физических атак мало того, что подрывает полканы, так еще и может натурально заруинить катку. Ситуация же на поле позволила Степашке довольно быстро подобраться к углу, где стояли два изменника. Один типа в составе коробки, а второй основной. Свободный циклоп — это большое существо, поэтому он максимально уверен, что основному стеку изменников отходить будет некуда, и удар должен обязательно пройти. Цик набирает обороты, замахивается своей палкой по башке давалкой и не попадает сразу по двум стекам. На следующий же ход один из стеков даже решил потроллить Цика еще одним промахом. Тебя когда пи***ли последний раз? Объясни Вообще никогда. Никогда? Да. Значит, начну. Малый турнир на 19 уровне. Слева некромант, который жестко контрит гнома и имеет 74% побед. А справа как раз таки гном. Его единственный шанс хоть на какое-то чудо зарыт в первоначальном разбросе АТБ шкалы. И это как раз тот самый случай. Громовержец прожимает руну боевой ярости и влетает в построение некро, попутно светясь удачей. Фактически этот ход полностью меняет проценты побед у оппонентов. И лишь благодаря АТБ разбросу Грома удалось раскрыть в самом существе. Парная ГТшечка. Слева 18-й гном с фулл веткой удачи в паре с 15-м заклинателем с почти фулл веткой БД. Напротив 19-й ВК от атаки, не лишенной перков рандома. И 14-й ДТ от ветки тьмы. Первым делом синие дьяволята откачивают насколько могут манну УЭЗ, а союзные огнептицы никого ждать не собирается и удачно влетает в грома, попутно сливая с ответки драка. Но вот от Мишки выхватывает знатно. Как ты живой-то, в смысле? Мы у тебя тут эфом уже поминаем. Громовержец отправляется на половину синих, а оттуда гному прет наездник, который при поддержке тиранов сливает Мишку. Правда, очень хорошо встает под старейшин, да и огнедраком тоже далеко идти не приходится. Дядюшка Огр потихонечку подходит поближе через атаку на громов, а искуски берут под контроль снайпера. Но не все эльфийские приемчики заключены в снайпере. Рок дожимает наездника и выдает тому ослеп. И казалось бы, смысла в этом срабатывании особо нет. Но для синей стороны чисто субъективно воспринимается, что раз ослеп сработал, то вероятность его появления второй раз как бы поменьше. Бегемот выходит на Рога, царапает его своим маникюром, а в ответ приходит ослеп. Где вы, сука, такие рождаетесь? И сейчас внимательно. Очень важный атакующий стек ВК стоит в ослепе. И пробудет он там достаточное время. Остальные союзные войска наносят урон, но темп сбавлен. В тылу же орудует танец, который во время наступления своего хода задумался. Так вот, демон чисто по приколу пишет в чат, что, мол, бегемот стоит без ответа и стоит пойти на него в атаку. Доверься мне. Заклинатель после этого сообщения то ли не перепроверил информацию о беге, то ли еще чего. Но он реально повел танцы на бега и снял с того ослеп. Половина стека танцев слита, темп уже теряют красные, ну и потихонечку синие берут себе преимущество. Ближе к финалу уже бегемот попер на танцующего и оставил ему 1 хп, что позволило Эзе успеть кастануть молнию, но это уже не имело значения. Таким вот обычным сообщением в чате демону удалось получить для своей стороны хорошее преимущество. В любом случае, всем участникам боя этот ход поднял настрой. Что ж, на этом мы завершим сегодняшний выпуск. Если с вами произошли какие-то прикольные случаи или ваш знакомый хорошенько попотел в бою, то смело присылайте ссылочку, не забывая рассказать о ключевых моментах. И, конечно же, играйте в удовольствие.